Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, зрительницы и подписчицы канала. Меня зовут Елена Ермина. Сегодня хочу с вами поделиться еще одним узором, который будет вязаться крючком. Разберем принцип вязания узора, также поделюсь с вами схемой. Схему вы найдете в конце видео и можете ее распечатать, сделав скриншот с экрана. И также на просторах интернета я нашла модель кофточки, которая связана узором, который мы сейчас будем с вами учиться вязать. Вязать я буду из пряжи София, торговая марка Кутнор. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок, 50 грамм, 283 метра. Очень красивый цвет, нежно-сиреневый, номер 30. Пряжу я заказывала в интернет-магазине Пряжа Су. И также хочу с вами поделиться своим промокодом на скидку, который дает вам право уменьшить стоимость заказа на 5%. Максимальная скидка в интернет-магазине Пряжа Су 10%. Ссылочку на магазин, на пряжу и на мой промокод, который вы можете скопировать, я оставлю в описании под этим видео в инфобоксе. Крючок для вязания у меня номер 2. Clover Soft Touch, страна производства Япония. Досмотрите видео до конца. Я думаю, вам узор понравится и возьмете вы себе его на заметочку, сохраните в плейлисте. Для образца я набираю цепочку из 49 воздушных петелек. Плюс 2 петельки я всегда набираю с запасом для удобства вязания. Набрала цепочку из 49 воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда. Одна воздушная петелька подъема. Во вторую петельку цепочки от конца провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3 петельки цепочки и в основании 4 петельки вяжем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3 петельки цепочки в основании 4 петельки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3 петельки. В основании 4 петельки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3 петельки. В основании 4 провязываю 1 столбик без накида. Связали 1 раппорт. Раппорт у нас состоит из 16 воздушных петелек. В основу раппорта входит 4 арочки, вот такие, где у нас была связана цепочка из 5 воздушных петелек. Далее я продолжаю вязать до конца ряда. Свяжу еще 2 раппорта. Всего в конце ряда должно быть связано 12 вот таких арочек из 5 петель. Связала 12 арочек. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Раппорт у нас состоит из 1, 2, 3, 4. 4 арочки. Связали 3 раппорта в ширину. Приступаем к вязанию второго ряда по схеме. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в первую арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем 1 столбик без накида.
Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арочку провязываем 1 столбик без накида. И таким образом мы вяжем до конца второго ряда. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. Продолжаем вязать до конца ряда. Довязываем второй ряд до конца. В крайнюю арочку цепочки слева провязал 1 столбик без накида. Далее вяжем 2 воздушных петельки. И теперь нам необходимо выпрямить край, 2 накида на крючок и вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с 2 накидами. Вот таким образом мы выравниваем край, если вяжем узор прямыми и обратными рядами. Также можно узор вязать по кругу. Приступаем к вязанию третьего ряда. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с 2 накидами провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эту арочку пропускаю и вершину следующей арочки вяжем 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька и опять же вяжем этот элемент, 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька и снова вяжем 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька и вяжем по счету 4-й элемент, 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. Все связали. У нас такой веерочек получился с вами. Далее мы набираем цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю вот эту арочку цепочки. В следующую арочку провязываем 1 столбик без накида. Все связали с вами 1 раппорт. Далее мы таким же образом продолжаем вязание и вяжем еще 2 раппорта. Цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю арочку, вершину следующей, вяжем веерочек. Провязываем 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька. Провязываем 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька. В эту же арочку цепочки провязываем еще 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька и вяжем по счету 4-й элемент, 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной. Все, связали ракушечку, веерочек, и заканчиваем вязать раппорт. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю арочку, в следующую провязываю 1 столбик без накида. И далее повторяем вязать раппорт. То есть раппорт у нас здесь состоит, начинается от столбика без накида,
и заканчивается столбиком без накида. Заканчиваем ряд следующим образом. В третью петельку подъема 1, 2, 3 в основании вот этой петельки провязываю 1 столбик без накида. И давайте посмотрим, что у нас получилось. 1 раппорт, 2, 3. Всего сформировалось 3 раппорта. Уже четко их видно на узоре. Приступаем к вязанию 4-го ряда. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот этот первый столбик без накида — это начало у нас первого раппорта. Далее в арочку цепочки из 1 воздушной петельки мы провязываем с вами 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки, 1, 2. Вершину столбиков с 1 накидом, полустолбиков, провязываю 1 столбик с 1 накидом, 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки. В вершину столбиков провязываем 1 столбик с 1 накидом, 2 воздушных петельки, и в арочку цепочки из 1 петельки провязываем 1 столбик без накида. Давайте поближе вам покажу принцип вязания элемента. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Все, связали с вами первый раппорт узора. Далее мы вяжем еще 2 раппорта таким же образом. И заканчиваем с вами вязать 4-й ряд. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида. Давайте посмотрим узор поближе. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в первую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину столбика с 1 накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую вершину столбика с 1 накидом провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 5 петелек провязываю 1 столбик без накида. Далее мы продолжаем вязать 2-й по счету раппорт. Покажу, каким образом сделать переход. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 1 столбик без накида. И продолжаем вязать таким же образом 2-й раппорт. Давайте закончим вязать 5-й ряд. После столбика без накида, который я связала в вершину столбика с 1 накидом, набираю цепочку из 5 воздушных петелек. И в арочку цепочки из 5 петелек
провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки и вяжем вершину столбика без накида 1 столбик с одним накидом, для того чтобы спрямить края вот этого образца узора. Связали с вами 5 рядов. Давайте я вам поближе покажу, чтобы вы сравнили. Приступаем к вязанию 6-го ряда. 6-й ряд мы будем вязать и формировать вот такие цветочки только в шахматном порядке. Они у нас будут располагаться между вот этими цветочками, которые мы связали с вами ранее. Для этого мы набираем цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание на другую сторону. И вот в первую арочку цепочки из 2 петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька. В эту же арочку цепочки вяжем еще 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем с вами вот эту арочку и в следующую арочку провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арочку и вот в центральную арочку между элементами, цветочками, мы сейчас с вами вяжем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька. В эту же арочку цепочки вяжем еще 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька. В эту же арочку цепочки вяжем по счету 3-й элемент из 2 полустолбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька. И еще один раз провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. Все, связали веерочек. Это у нас будет основание цветочка. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек и пропускаем вот эту арочку, в следующую провязываем 1 столбик без накида. Давайте рассмотрим раппорт. Раппорт у нас начинается от столбика без накида. Далее идет арочка цепочки из 5 воздушных петелек и вот этот элемент. И далее продолжаем 5 воздушных петелек и заканчивается раппорт у нас столбиком без накида. Сейчас мы повторяем таким образом вязать до конца ряда. Давайте закончим этот ряд вместе. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В крайнюю арочку цепочки провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. 1 воздушная петелька и в эту же арочку цепочки провязываем еще 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной. Далее мы вяжем 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 6-й ряд узора. Таким образом он смотрится. Продолжаем вязать узор. Сейчас мы с вами свяжем 7-й ряд. 7-й ряд вяжется по лицевой стороне. 1 воздушная петелька подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону.
вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 2 воздушных петельки. Вместо соединения двух столбиков, полустолбиков с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И приступаем к вязанию первого раппорта. Раппорт у нас начинается со столбика без накида. Столбик без накида мы провязываем вершину столбика без накида предыдущего ряда. Это у нас начало первого раппорта. Далее я набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки. Вместо соединения столбиков провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из одной петельки провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки. Опять же, вместо соединения полустолбиков с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из одной петельки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем над столбиком без накида. Столбик без накида — это у нас будет начало второго раппорта. Повторяем вязание. Далее и вяжем вот с этого места до столбика, до конца ряда. Давайте продолжим и закончим вязать ряд. После столбика без накида я набрала цепочку из 5 воздушных петелек. В арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки. Вместо соединения вершину полустолбиков с одним накидом с общей вершины провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. И в третью петельку подъема провязываю 1 столбик без накида. Связали с вами ряд. Это у нас 7 по счету. И у нас получилось, что сформировалось только лишь 2 цветочка полных. 1, 2. И по бокам получается половина цветочка слева и справа. Приступаем к вязанию 8 ряда. Это у нас будет крайний ряд раппорта в высоту. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 5 петелек провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину следующего столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Связали раппорт. И продолжаем вязать до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5.
в арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка в следующую вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2 и провязываем 1 столбик с одним накидом. Можно даже с 2 накидами провязать вершину столбика без накида предыдущего ряда, для того чтобы спрямить вот этот край. Все, довязали мы с вами узор до конца. Это получается у нас 8 ряд. Давайте его посмотрим поближе. Таким образом выглядит у нас изнаночная сторона узора и лицевая сторона. Если вязать узор по кругу, то он будет смотреться гораздо интереснее. Ажур получился у нас с вами легкий, воздушный, нежный такой ажурчик, который идеально подходит для вязания летних кофточек, топов, для того, чтобы их носить в очень жаркую летнюю погоду. Так, и давайте с вами сейчас разберем принцип вязания узора, каким образом продолжить вязание. Значит, вот смотрите, мы связали с вами 8 рядов в высоту. Далее вы вяжете 9 ряд по принципу вязания 3-го ряда. Находим здесь 3-й ряд. В 3-м ряду мы вязали с вами элемент, это основание цветочка. Далее в 9-м ряду вы формируете цветочки тоже в шахматном порядке, и он у вас будет располагаться. Цветочек первый вот здесь, над вот этим цветочком. Следующий цветочек будет располагаться здесь, и 3-й вот здесь. Перематывайте видео на начало вязания 3-го ряда. 1, 2, 3. И вяжете с 3 по 8 ряд включительно. С 3 по 8 это повторение раппорта. Свяжите 2-й раппорт, высоту и так далее. С 3 по 8 все время повторяйте. Раппорт в ширину состоит у нас из 16 петелек. В основу раппорта у нас вошло 4 арочки цепочки. 1, 2, 3, 4. Это один раппорт. Следующий раппорт тоже состоит из 4 арочек. 1, 2, 3, 4. 4 арочки, 3 раппорта в ширину и основа раппорта 16 воздушных петелек. Узор вяжется в принципе несложно, быстро. Я думаю, что вы разберетесь и у вас все получится. Давайте его поближе вам хочу еще раз показать. Если он вам понравился, то поставьте пальчик вверх. Класс.
и сохраните у себя в плейлисте. Я думаю, он вам пригодится. Данному узору можно связать летнюю кофточку с рукавом, с удлиненным рукавом, с укороченным, либо без рукава. Также летний топ из пряжи, метраж которой 240, 280, даже 300 метров в 50 граммах. Такая пряжа идеально подойдет для вязания тонких, нежных ажуров, легких. Чем тоньше пряжа, тем будет нежнее смотреться узор. Я вязала из пряжи София от Кутнор. Нравится мне эта пряжа. Она красиво смотрится в ажурных узорах, связанных крючком. Это 100% мерсеризованный хлопок. 50 грамм, 283 метра. Цвет пряжи номер 30. Я ее заказывала в интернет-магазине Пряжа Су. Ссылочку на пряжу и на интернет-магазин оставлю в описании под этим видео в инфобоксе. Проходите, смотрите. И также обязательно воспользуйтесь моим промокодом, чтобы не переплачивать, а получить скидку за заказ в размере 5%. Доставка пряжи по России, также в Республику Беларусь, Казахстан, в Киргизию. Отправка посылок почтой, либо отправка заказов транспортными компаниями. И главное преимущество интернет-магазина Пряжа Су: заказы собираются и отправляются очень быстро, буквально на следующий день вы уже получаете статус заказа, что отправлен, и также вам на электронную почту присылают номер отслеживания. Пряжу можно заказать не только упаковками, но и мотками. Любую пряжу выбрать и купить любой цвет пряжи. Очень нравится мне этот магазин. Я часто заказываю в нем пряжу. Нравится и качество пряжи, и качество и уровень обслуживания и работы с покупателями. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на своем канале. Заходите ко мне в гости каждый день. Я буду очень-очень рада. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.